На первый взгляд, это выглядит как кусок угля. Обычная обгоревшая деревяшка, похожая на те, что остаются в костре после долгой ночи. Снаружи она покрыта трещинами, сплющена под огромным давлением и кажется хрупкой, как пепел. Если вы попробуете ее развернуть, она просто рассыплется в пыль. Но это не уголь, это книга. Внутри этого обугленного цилиндра скрыт текст, который был написан более 2000 лет назад. В нем заперты слова, мысли и идеи человека, жившего в античном мире. Эта книга была сожжена и похоронена в 79 году нашей эры, когда вулкан Везувий уничтожил римские города. Почти 2000 лет она пролежала под многометровым слоем вулканической породы. И сегодня перед нами стоит невозможная задача. Как прочитать закрытую книгу, если к ней нельзя прикоснуться? Как достать текст из спрессованного куска пепла, где чернила сделаны из того же самого углерода, что и сгоревшая бумага? Долгие годы это считалось физически невозможным. Археологи сокрушались, что у них в руках находится единственная сохранившаяся библиотека античного мира, которая навсегда останется немой. Но недавно произошло то, что заставило историков всего мира затаить дыхание. То, что разрушил огонь и время, начали восстанавливать микрокомпьютерная томография и алгоритмы искусственного интеллекта. Мы стоим на пороге возвращения текстов, которые человечество считало утраченными навсегда. Эта история не о катастрофе. Это история о том, как человеческая мысль способна пережить крушение целой цивилизации, чтобы заговорить тысячелетия спустя. Чтобы понять масштаб этой загадки, нужно вернуться к моменту ее рождения. Когда мы говорим об извержении Везувия, мы обычно вспоминаем Помпеи. Город, засыпанный падающим пеплом и пемзой, где люди задыхались на улицах, а крыши домов рушились под тяжестью камней. Но судьба Геркуланума, небольшого курортного города на берегу Неаполитанского залива, была совершенно иной. Геркуланум находился гораздо ближе к вулкану, и его уничтожил не падающий пепел. На него обрушился пирокластический поток. Стена раскаленного газа, вулканической пыли и камней, летящая со скоростью сотен километров в час. Температура этого потока превышала 500 градусов Цельсия. Когда он накрыл город, органические материалы не просто сгорели. Из-за мгновенного нагрева в условиях почти полного отсутствия кислорода произошло явление, которое химики называют пиролизом. Дерево, еда, ткани и папирус мгновенно обуглились, превратившись в плотный углерод, но сохранив свою структуру. А затем город был запечатан под слоем вулканического туфа толщиной в 20 метров. Эта твердая порода стала идеальным саркофагом, который остановил время, влажность и процесс гниения на 2000 лет. Именно в этом городе, на самом берегу моря, находилась роскошная вилла. Историки предполагают, что она могла принадлежать Луцию Кальпурнию Пизону Цизонину, тестю самого Юлия Цезаря, влиятельному римскому политику и образованнейшему человеку своего времени. Вилла была колоссальной. В ее садах стояли десятки бронзовых и мраморных статуй. Но ее главным сокровищем была библиотека. В античном мире книги были редкостью и стоили невероятно дорого. Они переписывались вручную на свитках из египетского папируса. Мы знаем о великих трудах древнегреческих философов, историков и поэтов, но до нас дошла лишь ничтожная их часть. По оценкам современных историков, менее 1% всей античной литературы пережило средние века. Остальное было съедено мышами, сгнило от сырости, сгорело в пожарах или было стерто средневековыми монахами, которым нужен был чистый пергамент для новых молитв. Но библиотека в Геркулануме не исчезла. Она сгорела, но не рассыпалась. Везувий, уничтоживший жизнь на вилле, парадоксальным образом спас ее интеллектуальное наследие. Сотни свитков, аккуратно уложенных на деревянных полках или сложенных в корзины для транспортировки, превратились в каменный уголь. Они ждали в темноте, ждали, когда люди снова придут за ними. Прошло более 16 веков. Над погребенным Геркуланумом вырос новый город – Резина.
Местные жители копали колодцы, не подозревая, что у них под ногами покоится римская история. В 1750 году швейцарский инженер Карл Вебер, руководивший раскопками по поручению неаполитанского короля, пробил шахты сквозь твердый туф и обнаружил виллу папирусов. Раскопки того времени меньше всего напоминали современную науку. Это был поиск сокровищ. Рабочие передвигались по узким темным туннелям, выбивая из стен статуи и фрески. И вот в 1752 году они наткнулись на комнату, полки которой были заставлены странными черными брикетами. Сначала рабочие приняли их за куски угля или обгоревшие куски дерева. Десятки этих предметов были просто выброшены или растоптаны. Но вскоре кто-то заметил на отколовшемся фрагменте бледные следы. Это были буквы, греческие буквы. Новость потрясла просвещенную Европу. Найдена единственная античная библиотека, дошедшая до нас в первозданном виде. В Неаполь устремились ученые, филологи и аристократы. У них в руках были тексты из самого древнего Рима. Возникла лишь одна проблема – как их прочитать? Ранние попытки были катастрофическими. Свитки пытались разрезать ножами вдоль, как разрубают полено. В результате получались полукруглые срезы, на которых можно было уловить отдельные латинские или греческие буквы, но контекст разрушался навсегда. Сам текст рассыпался в хлопья. Тогда за дело взялся Антонио Пьяджо, ватиканский священник и мастер по работе с древними манускриптами. Он изобрел сложную машину, которая напоминала помесь ткацкого станка и орудия пыток. Свиток подвешивали на раме. К его внешнему слою бережно приклеивали тончайшие шелковые нити. Затем, с помощью системы грузиков и винтов, нити тянули с микроскопической силой, буквально по миллиметру в день, отрывая верхний слой. Это был мучительный процесс. Машина Пьяджо работала, но ценой огромных потерь. Разворачиваемый слой часто ломался, крошился, разрывая слова пополам. То, что удавалось отделить, приклеивали на картон. За десятилетия тяжелейшего труда удалось частично развернуть несколько десятков свитков. Большинство из них оказались текстами философа-эпикурейца Филадема из Гадары. Это было невероятно важное открытие для философии, но сам метод разворачивания был слишком разрушительным. В конце концов, в 20 веке физическое разворачивание полностью остановили. Оставшиеся сотни свитков закрыли в хранилищах Национальной библиотеки Неаполя. Ученые признали свое поражение. Технологии того времени не могли спасти тексты. Нужно было ждать. Решение пришло в 21 веке, из сферы, которая изначально не имела отношения к археологии, из медицины и физики частиц. Профессор информатики Брент Силс из Университета Кентукки потратил десятилетия на разработку методов виртуального развертывания поврежденных манускриптов. Его идея звучала как научная фантастика. Отсканировать древний свиток с помощью рентгена, создать трехмерную модель его внутренних слоев, а затем с помощью компьютера виртуально распрямить эту модель на плоском экране. В 2015 году команда Силза совершила невозможное. Они успешно прочитали обугленный пергамент из израильского оазиса Эйн-Геди. Не прикасаясь к сгоревшему куску пергамента, они смогли распознать текст книги Левит. Секрет крылся в чернилах. В свитках из Эйн-Геди использовались чернила на основе железа и свинца. На рентгеновском снимке металл ярко светится на фоне сгоревшего животного пергамента. Компьютеру оставалось лишь найти эти яркие точки в трехмерном пространстве и соединить их. Окрыленный успехом, Силс обратился к геркуланумским свиткам. В 2019 году 2 нетронутых свитка привезли в Великобританию на синхротрон Diamond Light Source. Это гигантский кольцевой ускоритель частиц, который создает рентгеновские лучи в 10 миллиардов раз ярче Солнца. Ученые сделали самые детальные трехмерные снимки внутренних слоев геркуланумских папирусов. Они получили данные колоссального объема. Каждый свиток превратился в терабайты информации, в оксельную карту внутренней структуры. Но когда физики посмотрели на результаты сканирования, их ждал жестокий удар. В отличие от средневековых манускриптов, римские писцы не использовали металл. Они писали сажей.
обычной углеродной сажей, смешанной с водой и гумми-арабиком. Для рентгеновских лучей синхротрона углеродные чернила ничем не отличались от углеродного папируса. Это был уголь, написанный углем на угле. Внутри трехмерных сканов не было видно ни одной буквы. Текст словно растворился в пожаре. Казалось, это абсолютный тупик. Томография могла показать структуру слоев, но не сами слова. И тут на сцену вышел искусственный интеллект. В 2023 году стартовал проект Vesuvius Challenge – глобальное соревнование, в котором программистам, математикам и энтузиастам машинного обучения со всего мира предложили попытаться найти алгоритм, способный увидеть невидимые чернила. Логика была блестящей и дерзкой. Даже если рентген не видит химической разницы, чернила все равно имеют физическую толщину, пусть и в долю миллиметра. Кроме того, влажные чернила при высыхании должны были слегка изменять текстуру самого папируса, создавая микроскопический узор трещин – кракелюр. Человеческий глаз никогда не смог бы заметить эти изменения на черно-белом трехмерном снимке. Но нейросети, натренированные на распознавание паттернов, могли попытаться. Чтобы осознать сложность этой задачи, представьте себе смятую в плотный комок толстую утреннюю газету. Затем представьте, что ее пропитали водой, залили смолой, обожгли в печи до состояния пепла, а потом сжали гидравлическим прессом. Слои бумаги слиплись, деформировались, порвались и проникли друг в друга. А теперь вам нужно прочитать статью на 15-й странице. Вы не можете развернуть комок, и у вас выключен свет. Именно с этим столкнулись участники Vesuvius Challenge. Сначала им предстоял процесс сегментации. Нужно было вручную, слой за слоем, проследить изгиб одного конкретного куска папируса в трехмерном пространстве, отделяя его от соседних слоев, которые находятся на расстоянии доли миллиметра. Это как пытаться проследить один слой луковицы, которую раздавили сапогом. Затем этот трехмерный изгиб нужно было математически распрямить в плоский лист. И только после этого на плоский, но абсолютно пустой серый лист напускали алгоритмы машинного обучения, которые искали следы чернил. В конце 2023 года 21-летний студент Люк Фаритер из Небраски, сидя в своей комнате, запустил свою модель на одном из распрямленных фрагментов. На экране среди серого шума начали проступать пиксели. Они складывались в линии, в формы. И внезапно из небытия появилась буква «Пи». За ней омикрон, за ней ро. Слово, которое появилось на экране, было «парфирос», греческое слово, означающее «пурпур» или «пурпурная одежда». Это было первое слово из закрытого геркуланумского свитка, прочитанное за 2000 лет. Слово, которое никто не видел с тех пор, как римский писец свернул этот папирус в первом веке нашей эры. Но это слово было только началом. В начале 2024 года команда проекта объявила об историческом прорыве. 3 молодым исследователям, объединившим свои алгоритмы, удалось расшифровать более 2000 символов, целые столбцы текста, которые составили около 5% всего свитка. Оказалось, что перед нами неизвестный ранее философский трактат. Автор, предположительно тот же Филадем, рассуждает о музыке, еде и о том, как они приносят удовольствие. Он спорит со своими оппонентами, философствует о том, делает ли количество благ нас более счастливыми. Эти строчки заставляют нас задать гораздо более глубокий вопрос. Что еще скрыто в этих черных брикетах? Прямо сейчас в хранилищах Неаполя лежат сотни таких же нераскрытых свитков. И благодаря новым алгоритмам это больше не куски угля. Это огромная, нетронутая база данных античного мира. Но самое поразительное даже не в этом. Вилла папирусов до сих пор раскопана не полностью. Археологи XVIII века пробили туннели лишь к части здания. Современные исследования показывают, что вилла продолжается вглубь и вниз на несколько уровней. Обычная римская традиция состояла в том, чтобы иметь 2 библиотеки. Одну для греческих текстов, другую для латинских. Все найденные до сих пор свитки – это преимущественно греческая библиотека, сфокусированная на одной конкретной философской школе.
Где же латинская библиотека? Где тексты других авторов? Историки десятилетиями мечтают о том, что может скрываться на нераскопанных этажах. Что, если там лежат утраченные пьесы Софокла или Эсхила? Что, если там хранятся недостающие книги истории Рима, Тита Ливия, утраченные стихи Сапфо, неизвестные труды Аристотеля или, возможно, ранние тексты о зарождающемся христианстве, написанные современниками событий? Мы привыкли думать, что история — это необратимый процесс потерь, что время работает как ластик, стирающий знания. Мы доверяем цифровым серверам, которые могут исчезнуть при сбое электросети. Но хрупкая бумага, превратившаяся в пепел, умудрилась пережить падение империй, темные века, мировые войны и дойти до эпохи нейросетей. Эта история меняет наше понимание катастрофы в Геркулануме. В течение многих веков извержение Везувия воспринималось исключительно как трагедия, как слепая разрушительная сила природы, стирающая города с лица земли. Но парадокс времени в том, что Везувий не просто уничтожил, Везувий сохранил. Вулкан сработал как гигантский природный консерватор. Создав экстремальные условия, он поместил хрупкую интеллектуальную жизнь античности в непроницаемую капсулу. В то время как другие древние библиотеки, Александрийская, Пергамская, были безжалостно уничтожены людьми, войнами и религиозным фанатизмом, библиотека Геркуланума была спрятана самой природой. Она ждала. Сотни лет люди ходили прямо по ней, не зная, что внизу лежит память человечества. Потом, когда ее нашли, технологический уровень XVIII и XIX веков оказался недостаточным. Люди ранили свитки, пытаясь их прочитать, и им хватило мудрости остановиться. И только сейчас, когда в нашем распоряжении оказались синхротроны, генерирующие излучение ярче звезд, и нейросети, способные видеть невидимое, пазл сложился. Мы не просто читаем буквы, мы восстанавливаем непрерывность человеческого опыта. Текст о музыке и удовольствии, написанный человеком, который смотрел на то же самое Средиземное море, доказывает, что наши внутренние вопросы и поиски счастья не изменились за 2000 лет. Технологии часто пугают нас своей способностью к разрушению. Но история геркуланумских папирусов доказывает обратное. Здесь вершина современной физики и компьютерной науки служит самому гуманистическому акту из возможных — возвращению голоса тем, кто давно умолк. Цивилизация может погибнуть за один день. Небо может стать черным, солнце может исчезнуть, а города могут уйти под землю. Но мысль, однажды записанная, обладает поразительной силой сопротивления. Она может стать черной, как уголь. Она может слипнуться в камень. Она может пролежать в темноте 2000 летия. Но она будет ждать того момента, пока у ее далеких потомков не появится технология, которая снова даст ей голос. Когда-то в 79 году, в последний день жизни этого города, кто-то в панике оставил этот свиток на полке. Сегодня, сквозь века, мы наконец-то поднимаем его и дочитываем до конца.